После увольнения Михаила Гусмана с поста первого заместителя генерального директора ТАСС в редакционной политике агентства произошли едва заметные, но символически значимые изменения. Одним из таких шагов стало возвращение к использованию армянского топонима Степанакерт вместо азербайджанского Ханкенди при освещении событий в Нагорном Карабахе. На первый взгляд, редакционная тонкость. Однако именно она спровоцировала острый дипломатический конфликт между Азербайджаном и Россией, продемонстрировав, насколько чувствительным остается вопрос исторической памяти на постсоветском пространстве. Конкретный эпизод. Публикация ТАСС в конце июля с заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому». Для российского читателя – обычная новость культурного характера. Для Баку – вызов, в котором усматривается политический подтекст. Государственное информационное агентство Азербайджана «Азертадж» оперативно выступило с жестким заявлением, потребовав у ТАСС извинений и корректировки формулировок. В случае отказа официальные лица пригрозили начать использовать в отношении российских городов их дореволюционные этнические или исторические названия. Кёнигсберг вместо Калининграда, Оренбор вместо Оренбурга, Солжегала вместо Дербента и даже японская Фурукамапу вместо Южно-Сахалинска. Такая риторика превратила, казалось бы, второстепенную дискуссию о топонимах в инструмент внешнеполитического давления, где названия городов становятся элементами дипломатического торга и политической символики. Однако причина конфликта не только в названии города. За этим случаем скрывается более глубокое несогласие по поводу интерпретации прошлого, исторического наследия и права определять, какие культурные и политические смыслы допустимы на конкретной территории. Карабахская тематика остается чувствительной не только для стран региона, но и для крупных держав, включая Россию, Иран и Турцию. И даже такие, казалось бы, малозначимые редакционные решения, как выбор топонима, приобретают масштаб международных сигналов, особенно в условиях, когда медиаповестка напрямую влияет на дипломатические отношения. Символическим актом в этом контексте стал снос памятника Ивану Айвазовскому, художнику армянского происхождения, который высоко ценится в армянской, российской и мировой культуре. По информации из Баку, бюст был установлен без разрешения властей, предположительно, российскими миротворцами. С азербайджанской точки зрения, это стало проявлением идеологического давления и вмешательства. Таким образом, речь идет уже не только о памятнике, а о праве определять, какие символы допустимы в общественном пространстве. Это переводит конфликт из сферы военной и политической в плоскость символической борьбы. За память, за интерпретацию истории, за культурное влияние. Реакция российских политиков последовала быстро. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий резко раскритиковал Азербайджан, обвинив его в войне с памятниками. Поддержал его и Константин Затулин, также резко отозвавшийся о позиции Азербайджана. В ответ азербайджанский парламент осудил эти заявления, назвав их проявлением имперского мышления, и предложил запретить упомянутым депутатам въезд в страну. Подобный уровень напряженности в риторике между Москвой и Баку встречается крайне редко, что подчеркивает исключительность ситуации и ее потенциальные долгосрочные последствия. Параллельно в российском медиапространстве усилилось внимание к фигуре самого Михаила Гусмана, бывшего заместителя главы ТАСС, медиа-менеджера, который десятилетиями олицетворял направление агентства в отношении стран СНГ, особенно Азербайджана. После его ухода стиль публикаций изменился. Многие расценивают это как переход от осторожной политики к более принципиальной редакционной позиции. И именно на этом фоне Гусман принимал участие в азербайджанском медиафоруме, где публично называл внешнюю политику Ильхама Алиева уникальной. Это заявление вызвало волну критики в российских политических кругах, особенно в контексте недавних высказываний Баку в адрес Москвы и выраженной поддержки Украины. Ответ последовал и на институциональном уровне. Лидер партии «Справедливая Россия и за правду» Сергей Миронов выступил с инициативой внести поправки в Конституцию, которые бы позволили лишать государственных наград не только по суду, но и по политическим и моральным основаниям. В качестве примера он привел случай Гусмана,
поставив под сомнение правомерность его награждений в условиях, когда тот высказывается в поддержку политики, которую значительная часть российского общества может воспринимать как недружественную. Если подобные инициативы будут реализованы, это может стать важным прецедентом в вопросе оценки политической лояльности медийных фигур. Идеологическая составляющая обретает вес наравне с юридической. Сам Гусман таким образом превращается в символ завершения эпохи дипломатических компромиссов между Баку и Москвой, эпохи, в которой СМИ играли роль не только источников информации, но и инструментов баланса. К этому добавляется еще один эпизод. Азербайджан резко отреагировал на заявление специального представителя России Михаила Швыдкова. В интервью он назвал снос памятника Айвазовскому проявлением враждебного отношения к культурному наследию. В Баку такую оценку восприняли как часть антиазербайджанской риторики и выразили официальное недовольство. Вскоре последовали новые заявления, на этот раз касающиеся культурного дисбаланса. Азербайджанские эксперты заговорили о том, что в России якобы отсутствует полноценное представление азербайджанской культуры – театров, телепередач, образовательных инициатив, в то время как русская культура, как утверждают в Баку, широко представлена в Азербайджане. На этом фоне становится все более очевидно. Конфликт, начавшийся с одного слова «Степанакерт», превратился в полноценное символическое противостояние между разными подходами к исторической памяти. С одной стороны, стремление к переосмыслению прошлого через замену символов. С другой – попытка сохранить баланс и границы приемлемой интерпретации. Даже формулировки новостных заголовков теперь рассматриваются как дипломатические сигналы. Примечательно, что в обновленной редакционной политике ТАСС сохраняется элемент компромисса. В некоторых публикациях «Степанакерт» сопровождается добавлением «ныне Ханкенди». Это формула, которая позволяет агентству соблюсти дипломатическую нейтральность, не вступая в прямую конфронтацию. Тем не менее, даже такой нюанс демонстрирует: Россия все меньше склонна игнорировать интерпретационные конфликты и все чаще начинает артикулировать собственную позицию, в том числе в сфере гуманитарной политики. Если даже название населенного пункта способно вызвать международный скандал, значит, за словами скрываются политические стратегии, борьба за влияние и контроль над историей. В таком контексте язык, культура и память становятся не просто фоном дипломатии, а полноценным полем битвы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.